Добрый день, дамы и господа. Сейчас мы хотим вам показать, как мы измеряем коэффициент усиления антенны. Изначально антенна нам приходит в упаковке, и ее надо соединить с кронштейном. Вот такая площадка, это часть головки Манфрота. Вот мы ее закрепили, и эту головку можно уже крепить на наш трипод. Покажем, как это крепится на триподе. То есть на триподе у нас есть ответная часть от этого, от площадки. Лучше показать сбоку. То есть сначала ставится на заднюю часть, на пяточку, он защелкивается на носок, вынимается в обратном порядке. Есть такой зажим, нажимаем кнопочку, поднимаем, он остается в взведенном состоянии. Обратно ставится одной рукой на защелке. Оп, готово. Ну вот, такая антенна сейчас стоит в качестве передающей антенны в нашей беззаховой камере. Сейчас мы вам ее покажем. Вот эта наша антенна стоит на таком триподе, передающая антенна. Вот мы можем ее на этом триподе регулировать по углу, по азимуту, по элевации. Для того, чтобы точно выставить. Другая антенна приемная, она стоит на поворотном устройстве. Обычно на поворотном устройстве мы ставим антенну только для того, чтобы измерять диаграмму направленности, поскольку у нас большие потери в тракте до смесителя. А сейчас мы смесители подняли вверх, поэтому это же крепление можно использовать и для гейна. То есть у нас нет дополнительных потерь. Мы можем мерить коэффициент усиления и в таком положении. Здесь у нас удобно что у нас сейчас на нашем пилоне стоит головка трехкоординатная, которую мы можем тоже использовать для юстировки. Для юстировки мы используем лазерный дальномер, который мы прикладываем к апертуре передающей антенны, и можем видеть, куда она светит, и с помощью вот этих винтов можем подстроить по элевации и по азимуту. Точно так же мы юстируем передающую антенну. Приставили к апертуре, увидели, куда светит луч, и юстируем. Все. Сигнал и обработка его у нас можем увидеть на дисплее компьютера. Сейчас мы видим наш сигнал. Подняли камеру. Значит, это записано, это живой. Вот живой сигнал я двигаю. При задержке он меняется, положение его. Для записи сигнала для коэффициента усиления лучше взять сигнал в большем окне, для того, чтобы использовать большую часть сигнала. Чтобы не потерять какую-то часть спектра в конце сигнала. Можно использовать большее окно. Сейчас у нас полное секундное отделение, ставим одно на секундное отделение. Но надо быть внимательным, чтобы не попала в окно та часть сигнала, которая переотражается из-за длины кабеля. Сейчас у нас кабель 1 метр, мы видим переотражение через 9 наносекунд. Значит, мы выбираем окно полнаносекунды на деление, то есть 5 наносекунд все окно, и смотрим, чтобы сигнал был финитен, то есть устанавливаем его так, чтобы сигнал в конце был равен нулю. Ну, где-то так. Хорошо, на этом фильм заканчиваем.